Всем привет! 14 августа 2022 года. Вот на сегодняшний момент у меня все прочеканено. Все верхушки у меня почиканы. Осветлил все грозди, потому что ягода уже размягчается, уже гореть не должна на солнце. Хотя у нас, в принципе, вчера было под 30-ку. В общем, ничего не горит, все нормально. Ягода размягчается, ягода пригорать не должна. Готовим полностью лозу к вызреванию. Осветлили. Солнце попадает. Лоза уже темнеет. Кое-где вот конкретно начинает уже темнеть у основания. Она всегда начинает вызревать у основания. Пошло вот потемнение. В общем, из зеленой лозы она превращается в желтенькую, потом начинает коричневеть. Ну, конечно, еще это не полное вызревание лозы. Оно только-только начинает, но уже процесс идет, это уже хорошо. Аркадию я не сильно осветлял, потому что довольно твердая, боюсь, чтобы все-таки не пригорело. Но хотя, я думаю, можно было полностью осветлить тоже, но решил не рисковать. Это остатки роскоши от осветления ягод и от посынкования. Проветривание хорошее, обработки фосфором и калием идут. В предыдущих видео я об этом подробно рассказал. Кто не видел, можете посмотреть. Повторяться не буду. У меня все замульчировано. Значит, сегодня я последний раз пролил виноград хорошенечко. После 15 августа поливы прекращаем, чтобы лоза лучше вызревала. Хотя с поливами нам может немножко поднасолить погода. У нас август обычно влажный. В любом случае мульча должна быть влажная. Влагу сохраняем, потому что если льнут дожди резко и почва будет сухая, ягода может потрещать. Поэтому почва должна быть умеренно влажная, но без поливов, все-таки без фанатичных. Если совсем засуха будет, буду буквально чуть-чуть увлажнять почву, чтобы там какая-то влажность сохранялась. В прошлые годы там конкретно была всегда влага, прям болото, без всяких поливов. В этом году как-то по суше. Почва много в себя влаги берет и быстренько как-то высыхает. Не свойственно для моей зоны земледелия. Некоторые второгодки очень неплохо пошли. Ой, выросла до самого верха, до последней проволоки. Некоторые очень туго пошли, некоторые очень хорошо развиваются. Грозди довольно-таки мощно набирают свои кондиции. Вот это лора. Это у меня внахлёст идет самба. Она должна еще набрать окрас. Пока не набирала, она должна быть такая розовенькая. Но лора тоже в этом году ягодки покрупнее. Конечно, у нее грозди и побольше бывает, но пока так. Она еще относительно молодая. Еще многолетней древесины она не запасла. Вот когда будет большой запас древесины, тогда и грозди будут уже покрупнее. Каталония вся окрасилась. Ягода хрупкая, цепанешь, она слетает. Но треска как бы нет. Но грешит она этим. Многолетняя древесина немножечко уже наросла, поэтому и грозди уже покрупнее. И есть вот совсем довольно неплохие. Я думаю, уже килограммчик здесь есть. Ну, а остальные немножко поменьше. Ей еще недельки две, я думаю. Ягода очень кислая. Есть вот такие двухлеточки, которые только-только проснулись. Ну, все по-разному идут. Ромбик тоже двухлеточка. Очень слабо пошел. Но во всяком случае пошел. Сравните с предыдущими и то, что есть. Конечно, земля и небо. Ничего не скажешь. Алешенькин ходовой размер грозди. Вот такие. Сейчас покажу шедевр какой там. Вот такой грозди у меня еще никогда не было. Смотрите. Это одна гроздь с крылом. Я думаю, килограмма на 2 тут уже точно есть. Вот это бомба просто. А вон, немножко даже идем кое-где зацепил. Видите, ягодка лопнула. Обработки плановые. Последняя обработка системником была неделю назад. Но видите, если бы я это всего не делал, то было бы все ужасно. Поэтому я считаю, все делал правильно. Очень слабый окрас идет у Надежды ранней. И гроздочки такие слабенькие. Ну, в принципе, что хотеть. Куст молодой еще. Многолетней древесины еще мало. Но и опыление такое в этом году почему-то слабоватенькое. Хотя, в принципе, условия были вроде неплохие. Но есть как бы похуже, есть немножко получше. Но в прошлом году сигналки были очень неплохие. Индикатор по милдю у меня Алешенькин. Видите, лист чистый. Он обычно первый хватает милдю. Все чистый. А по аидиуму индикатор у меня Аркадия. По Аркадии тоже лист чистый.
Все, красота, ничего не цепануло. Обычно, кстати, больше всего цепляет на лозу. Лоза обычно в пятнышку, это перетерлось о проволоку. Ну, в общем, вот такие могут быть пятна проскакивать. Это может быть аидиум. Лоза, как мы видим, по всей длине чистенькая. Грозди набирают кондиции, но Аркадия, она довольно поздней для моих условий, поэтому ждем, должна налиться. Дубовский розовый, тоже прочеканен, но смотрите, у него постоянно поджировывает лоза, второй год уже. Поэтому я ее сильно не посынковал. Видите, такой длиннющий пасынок. В общем, кое-что оставляю. С поджированием, конечно, не было такого у меня никогда. Или это у него сама по себе такая мощная лоза, я даже не знаю. Ну, в общем, не рискнул я полностью ее в пасынке снимать. Смотрите, даже соцветия выкидывается, их куча была. В общем, кое-что оставил, чтобы он свою дурь как-то отдавал немножко. Как бы вроде и чеканить надо, и вроде бы и как-то боюсь, что еще больше жировать будет. Поэтому, вот так умеренно как-то все сделал. Посмотрим, что из этого выйдет. Гроздочки средненькие, нормальненькие такие. Тоже куст молодой. Многолетней древесины нет. Но, блин, мощно прет. Просто танк. Алешенькин 342 в обычные годы, в принципе, уже был съедобный. В этом году еще не готов. В принципе, это было ожидаемо. Это 342. Это на нем прививочка. Прививочка пошла. Это клубничный сидит. Про это я тоже говорил, повторяться не буду. Кишмиш Юпитер плоховато, неравномерно окрашивается. Смотрите. В общем, вчера тоже осветлил. И я думаю, сейчас процесс лучше пойдет. Теплее будет, солнце будет больше, и лоза будет лучше вызревать. Мускат Блау тоже медленно окрашивается. Он как-то свой окрас растянул недели на 3 уже. Ну и так далее. В принципе, вот так примерно это все выглядит. Все довольно-таки прорежено. Проветриваемость хорошая. По идее, болезни быть не должно. Вчера зарядил себе термофильный чай. Никогда этого не делал. Насмотрелся тут других людей. В общем, вчера буквально только все это дело запустил. Ну, посмотрим. Мне в качестве эксперимента это стало интересно. Поможет ли он от болезни или нет. Вчера сделал обработку кристаллоном коричневым. Там высокая доза фосфора и калия. И добавил прилипатель липосам. Потому что обещали моросящие дожди. И чтобы не смывало с листа, прилипатель он не даст быстро стекать кормежки этой. Поэтому я думаю, все будет хорошо. В общем, народ, сезон заканчивается постепенно, не спеша. Ягода созревает, хоть и с опозданием. Но не переживайте. Я думаю, если делали все правильно, то все у нас получится. Все. Всем удачи. Пока. Хороших урожаев.